Кременчугский НПЗ начало строительство в 60-х годах. Самый крупный, самый большой, самый современный завод на Украине по производству нефтепродуктов. К сожалению, Советский Союз разрушился, он был запущен только на 12% мощности, но все равно этих 12% мощности хватало для того, чтобы обеспечить 30% нефтепродуктов потребности всей Украины. Причем это было в тот момент, когда экономика еще работала полным ходом. После перестройки этот завод на 50% принадлежал Татнефти, российской компании, 50% украинской компании. Коломойский рейдерским путем захватил долю Татнефти, поставил своего директора, и государству надо было иметь 60% для того, чтобы поменять директора. А он не давал, 50% не давало возможности провести собрание учредителей. И завод оставался под контролем Коломойского. До того момента, когда поступила команда Зеленскому разобраться с Коломойским, Коломойский пошел в тюрьму, а Кременчугский завод был отобран, национализирован для нужд ВСУ. И с этого момента времени НКМЗ начала работать исключительно для нужд ВСУ. Всем, если вы помните, были проблемы с топливом у ВСУ. Завод работал как часы. Да, в начале СВО по заводу нанесли удары. И собственники, новые собственники из окружения Зеленского завода, как бы собственники, то есть завод принадлежит государству, это те люди, которые зарабатывают на нем деньги. Новые управляющие завода напечатали в газетах о том, что завод разнесет в хлам, о том, что ничего не осталось, все сгорело. И даже завод запустили на низком ходу настолько, чтобы факелы на трубах не горели. А машины за топливом приезжали по ночам. Считали, что русские тогда не смогут посмотреть. Он представлял чудовищную ценность для киевских властей. Чудовищную. Это снабжение фронта. Это практически он в одиночку снабжал топливом весь фронт. Поэтому были такие меры предрасположенности. Ну, месяц шел за месяцем. Завод раскрутили на полную мощность, включили факела. Машины едут, загружаются днем и ночью. Удар был мощный, но сгорели емкости, а не сгорели колонны для крекинга. И колонны для крекинга, и поэтому завод все равно продолжал работать. После этого еще несколько раз наносились удары. Вот последний удар, который вот был на днях, он был очень сильный. Пламя было на весь город, дым дошел до Кривого Рога, и уже окончательно поразили. Обратите внимание, Украина добывает нефть. Добывает очень немало нефти. Вы нигде не найдете информацию, что хоть тонну нефти Украина продает на экспорт. Вся эта нефть перерабатывается только на заводах, которые находятся внутри Украины. А на Украине остался один только завод до последнего момента. В 2014 году Украина добывала 1,5 миллиона тонн нефти. Каждый год шли военные действия АТО, потом СВО, наращивалась добыча, наращивалась, не снижалась. Сейчас вот последняя цифра около 2 миллионов тонн. И эта вся нефть перерабатывалась на Кременчугском НПЗ, перерабатывалась в дизель для танков и в бензин для ВСУшных машин. Завод поставлял исключительно для ВСУ. И все это обеспечивало фронт. В первую очередь это скажется на финансах. То есть покупные нефтепродукты гораздо дороже. Потом это скажется на логистике. Это ведь очень большие объемы, которые надо завозить. Они завозятся через железную дорогу, через порты. И нагрузка на порты и железную дорогу вырастет. Я не думаю, что это скажется на том, что будет дефицит. Дефицита пока нефтепродуктов на Украине нет. И в первую очередь они пойдут на фронт. Может быть, ограничат легковой транспорт, еще какой-то, но фронта не обеспечит. С учетом того, что в этом году уже больше 10 миллиардов долларов
это незакрытый дефицит бюджета для Украины. Они сейчас даже не могут себе позволить покупать газ, хотя сейчас минимальные цены для покупки газа для того, чтобы накопить на зиму. То вот удар по финансам очень серьезный. Фронт не пострадает. Да, будут сейчас перебои. Да, резко нарастить импорт на 30% больше. Это очень сложная задача. Да, возможно, сейчас будут перебои внутри Украины с топливом. Возможно, это где-то в какой-то степени краткосрочно и скажется на фронте. Но надо понимать о том, что в долгосрочной перспективе импортом они перекроют. Но, смотрите, у них получается двойной логистический затык. Им теперь надо 2 миллиона тонн нефти вывести, которую они не могут переработать, и завести нефтепродукты для ВСУ, да, да. Ну, наверное, есть и запасы какие-то, да, но невозможно работать. В стране все равно есть какие-то запасы, да, и 30% это очень много, но это не 60% и не 70%. И поэтому 30%, да, с учетом запасов, с учетом того, что сейчас резко нарастет импорт, возможно, там перебои будут и не такие сильные.